Всем привет! Спасибо, что зашли. Друзья, сегодня я буду готовить очень вкусный пирог с абрикосовым джемом. Абрикосовый джем можно заменить на любой другой джем, на перетертые с сахаром ягоды или даже на варенье. Кому интересно, оставайтесь со мной и будем готовить этот вкуснейший пирог вместе. Пирог готовится настолько быстро, что сразу можно включить духовку. А для приготовления пирога с абрикосовым джемом мне понадобятся следующие ингредиенты. Тесто. У меня сегодня рубленое творожное тесто, но вполне подойдет любое рубленое, слоеное, сдобное тесто. Абрикосовый джем, яйцо и совсем немного масла для смазки противня. Абрикосовый джем я приготовила сама и прошлым летом делилась его рецептом. Меня часто спрашивают, а не мало ли сахара, а не мало ли я варю джем, так как варю я его всего 20-25 минут. Неужели ничего не портится? Вот сегодня я открою баночку абрикосового джема, заодно и поглядим вместе. Все нормально, джем идеально сохранился. Я его сварила где-то в июле прошлого года. Сейчас у нас февраль. Сколько получается? 8 месяцев, да? Но такое ощущение, что сварила я его буквально вчера и оставила на кухонном столе. Так что, если джем приглянулся вам, то можете сохранить рецепт и, Бог даст, уже следующим летом сварить хотя бы пару баночек вот такой вкуснятины. Я по ходу смазала противень. Визуально разделив тесто на 3 части, раскатываю 2/3 теста для нижнего пласта, а 1/3 пока оставлю в сторонке, она пойдет на плетенку. Я немного раскатала тесто и сразу осторожно перекладываю его на противень и формирую пласт уже непосредственно в самом противне. Вот так вот осторожно давлю на пласт с центра к бокам, после чего бока тоже придавливаю к бортику противня. Постарайтесь равномерно распределить тесто, сделать это несложно. Тесто мягкое на ощупь и податливое. Высота пласта примерно 5-6 мм. При выпечке тесто поднимется примерно в 2 раза, ну, может быть, даже чуть больше. Так что этот момент учтите. Если применить не очень высокий противень, то когда тесто поднимется, а вместе с ним поднимется и уровень джема, то джем может разлиться в духовку, что в свою очередь может создать дополнительную и не очень приятную работу. А что касается меня, я вполне укладываюсь, так как высота моего противня примерно 6 см. Положив джем на нижний пласт и сверху сделав плетенку, у меня остается в запасе примерно 5 см, то есть я ничем не рискую. На мой взгляд, джема маловато, я добавлю еще. В общей сложности у меня ушло примерно 500 грамм джема. Все это, конечно, укажу внизу под видео. Теперь беру второй шарик и раскатываю его в пласт высотой не больше 2-3 мм. Чуть-чуть насыпаю муку, чтобы тесто не прилипало к рабочей поверхности, и раскатываю его с центра к краям. Пласт готов, и я разрезаю его на полосочки шириной примерно в 1 см. Нарезанные полоски кладу сверху пирога на расстоянии примерно по 1 см друг от друга. Получается своеобразная решетка. После того, как все полоски разложены в одном направлении, остальные полоски раскладываю перпендикулярно им. Я это делаю так. Вторую, четвертую и шестую полоски, то есть через одну, откидываю назад и кладу одну полоску перпендикулярно к другим.
то есть решетки. Возвращаю вторую, четвертую и шестую полоски в исходное положение. Откидываю назад первую, третью и пятую полоски. Перпендикулярно им кладу новую полоску и обратно возвращаю на место первую, третью и пятую полоски. Также откидываю назад вторую, четвертую и шестую полоски, перпендикулярно им кладу новую полоску, после чего вторую, четвертую и шестую полоски возвращаю в исходное положение. То же самое повторяю с первой, третьей и пятой полосками, и каждый раз, отходя от центра к краям, накладываю новые полоски, а откинутые назад полоски возвращаю обратно. Таким образом формирую плетенку. Диаметр моего противня 26 сантиметров. Обычно на противень с таким диаметром у меня уходит по 6, иногда 8 ленточек на каждую сторону. Друзья, как вы видите, ничего сложного. Но если все-таки возникнут какие-то вопросы, то пишите, с удовольствием на них отвечу. Теперь ленточки понадежнее прикреплять к бортикам. Для этого желательно, если ленточки будут держаться за нижний пласт. После чего нижний пласт как бы подворачиваю вовнутрь пирога противня. При этом для красоты можно, защемив тесто, придать краям зигзагообразную форму. Еще одна маленькая тонкость. Не стоит затягивать ленточки. Надо стараться, чтобы ленточки, как бы правильно сказать, болтались что ли над джемом. Иначе, когда тесто поднимется, ленточки оборвутся, что в свою очередь придаст неопрятный вид пирогу. Ювелирная работа позади, и мы приближаемся к финишной прямой. В отдельной миске разбиваю яйцо, белок оставляю для омлета, а в желток добавляю немного куркумы, столовую ложку растительного масла и пару ложечек питьевой воды, и все тщательно перемешиваю. Ну, конечно, идеально было бы в яичный желток положить молоко, но его у нас сегодня не оказалось. Я молоко заменила питьевой водой, что абсолютно не отразится во вкусе и в качестве пирога. Смазываю сверху плетенку, даю пирогу отдохнуть 15-20 минут, после чего отправляю в заранее согретую до 200 градусов духовку, пеку 25-30 минут в режиме нагрев снизу с конвекцией. За 5 минут до полной готовности я выключила духовку, но режим оставила тот же. В общей сложности пирог пекся примерно 30 минут. Ну что, вуаля! Пирог с абрикосовым джемом из рубленого творожного теста готов. Друзья, обязательно приготовьте вот такой чудесный пирог для себя и для своих близких. Он готовится буквально на раз, два, три. Подлежит всяким импровизациям. Тесто можно сделать самому, а можно купить готовое тесто. При этом не обязательно, чтобы это было рубленое тесто с творогом. Начинка, как я уже говорила, также подлежит импровизации. Не пирог, а вкусная палочка-выручалочка для каждой хозяйки. Друзья мои, дорогие мои подписчики и гости моего канала, благодарю всех за просмотр и очень надеюсь, что мое видео понравилось вам. А напоследок предлагаю посмотреть видеорецепт не менее вкусного и практичного творожного пирога с яблоком на скорую руку. А я пока прощаюсь с вами, но ненадолго. Жду вас на своем канале. Я и рада, всегда вам рада. Пока-пока и до новых встреч!